Полноразмерные наушники с 40-миллиметровыми динамическими драйверами, Bluetooth версии 5.4, качественным звучанием, удобным управлением, поддержкой фирменного приложения, временем автономной работы до 80 часов на одном заряде аккумулятора, поддержкой функции быстрой зарядки. И обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Ugreen Studio Max 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, как всегда расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в неплохо оформленной упаковке, но с обыкновенным пакингом. На коробке есть изображение, название и краткие характеристики у модели. В комплекте мы имеем руководство пользователя, кабель для зарядки USB-C и сами наушники. Чехла для транспортировки нет, к сожалению. Хотя, как по мне, какой-то мешочек могли бы и положить. Наушники после распаковки около 2 дней будут пахнуть краской, но в целом выветривается запах довольно быстро. Размеры амбушюр по внутренней части 60 на 42 мм. Вес наушников 243 грамма. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они закончатся, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в начале следующего месяца на стриме. Побеждаете, я вам пишу в личку, на розыгрышах присутствовать не обязательно. Хотите помочь каналу? Везде подписывайтесь. Перейдем же к наушникам. Тип наушников полноразмерные закрытые. В продаже обнаружил черную и бежевую расцветку данной модели. Основная часть корпуса выполнена из матового пластика, который, к слову, довольно качественный, несмотря на ценовую категорию. Материалы не марки и потертости на корпусе лично у меня за время использования не появились. Сборка на свою стоимость. Внешне наушники выглядят неплохо, но лично мне не особо импонирует подобный формат чашек. Далее, размер регулируется раздвижным 10-ступенчатым механизмом. Шарниры в местах соединения чашек с оголовьем выполнены из металла. Размер фиксируется хорошо, само оголовье жесткое и область с мягкой вставкой узкая. Чашки складываются, но не так, как в модели Space One Pro от Anker Soundcore. Обзор можете посмотреть на канале. С другой стороны, круто, что данная модель вообще имеет складной механизм, так как не у всех топов такое встретишь. Чашки регулируются в разных плоскостях, а амбушюры выполнены из искусственной кожи, имеют легкий эффект памяти. Качество амбушюр на удивление хорошее, но заменить амбушюры возможности, к сожалению, нет. Посадка данной модели в целом удобная, сила зажима умеренная, но наушники сидят слегка топорные. Не сказал бы, что посадка плотная. Амбушюры не давят, что не скажешь про оголовье. В домашних условиях уши не потеют, но в жаркий день, конечно же, все будет нерадужно, как и в спортзале во время тренировки. При наклоне головы они не слетают, как и во время пробежки, но, как я уже сказал, система вентиляции не лучшая, если она вообще тут есть. Пассивная шумоизоляция средняя, на шее носить наушники можно без проблем благодаря поворотному механизму чашек. На корпусе расположили краткую информацию, микрофоны, маркировку left и right во внутренних частях и надписи Ugreen. На правой чашке находится 2 LED-индикатора, разъем для зарядки Type-C и 4 механические кнопки из пластика без прорезиновой поверхности. По командам в данной модели доступны переключение между игровым и музыкальным режимом, переключение между предустановленными звуковыми эффектами, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и переход в режим сопряжения. На нажатие наушники откликаются неплохо, но иногда приходится нажимать несколько раз, чтобы команда прошла, за что, конечно же, минус. Некоторые команды сопровождаются озвучкой женским голосом на английском языке, но также есть озвучивание на китайском языке и даже просто системные звуки. Ко всему можно настроить громкость тональных сигналов. Слегка переназначить команды возможность есть, но изменения в фирменном приложении в первые пару дней ни к чему не привели. Только через пару дней данная настройка заработала. Вот такая вот магия. К слову, приложение, к которому подключается данная модель, называется Ugreen Home, и проблем на данный момент с ним хватает. Надеюсь, его допилят. Летим дальше. Оснащены Ugreen Studio Max 2 стандартно 40-миллиметровыми динамическими драйверами. Каких-либо дорогих технологий в данной модели нет, кроме как мультипоинта до 2 устройств, что очень даже удобно. Ну и плюс, как я уже сказал, есть встроенные звуковые эффекты. Настроены они, к слову, не лучшим образом. По большей части некоторые из них, как по мне, бесполезны. Из тех, которые, по моему мнению, можно использовать, это усиление басов, классический режим и режим для популярной музыки. Кастомного эквалайзера, к сожалению,
сожалению, не завезли. Наушники автоматически подключаются после включения к ранее сопряженному устройству. В шторке на смартфоне заряд аккумулятора отображается, анимации при подключении, к сожалению, нету. Studio Max 2 оснащены Bluetooth чипом версии 5.4, что в принципе неплохо. С устройством можно связь назвать стабильной, но дальность связи плохая. Ко всему изредка проскакивают фризы. Из кодеков на борту AAC и SBC с включенным игровым режимом задержка на YouTube незаметна, но для игр данная модель не подойдет однозначно. Примеры вы сейчас увидите и услышите. Team has scored for the first time. The blue team is unstoppable. Killing spree for the blue team. Емкость аккумулятора 600 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 40 минут. Производитель заявляет о том, что они могут жить около 80 часов. В моем случае при использовании в среднем на 65% громкости с кодеком AAC они служат не больше 55 часов. Быстрая зарядка на борту и 5 минут подзарядки дает еще 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях, при том, что заявлено 5 часов. Саморазряда я не обнаружил, так как есть автоматическое выключение, но его не настроить, за что минус. Далее, двойные микрофоны шумоподавления отрабатывают неплохо. Конечно, имеется перегруз и искажение голоса, но в любом случае примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов полноразмерных беспроводных наушников у Green Studio Max. Вот так они будут отрабатывать, и насколько хорошо, решать вам. Разумеется, более-менее они работают, как и все. Но обязательно досмотрите ролик, потому что не особо важно, как отрабатывают микрофоны в целом вкупе, потому что, опять же, устройство — это не только микро, не только звук, не только материалы, не только посадка, не только стоимость, а это сумма характеристик. И я думаю, что вы будете согласны с моим мнением в конце. Вот так будут отрабатывать ваши микрофоны. Звучание. Запас громкости имеется. Лично мне достаточно не больше 70% громкости для комфортного прослушивания музыки на улице. В стоке звучание меня не особо впечатлило, но оно относится к тому типу звука, который за подобную стоимость является слегка выше среднего по качеству. Более сбалансированное звучание можно получить с предустановкой для популярной музыки или с классической предустановкой. В остальном это либо слишком акцентированные высокие с плохой серединой, либо низкие частоты с глуховатым эффектом без глубины. В любом случае, как я уже сказал, звучат данные наушники неплохо, учитывая стоимость. Но с другой стороны, можно докинуть чуть-чуть и взять же модель HiTune Max 5 с поддержкой уже кодека LDAC, которая в разы лучше. Минусы: нет возможности снять амбушюры, заметная задержка в играх, плохо работает приложение, неизвестно, когда это будет исправлено и будет ли. Управление изредка залипает, нет настройки функции автоматического выключения. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Если знаете, что интересное, на что еще сделать обзор, что купить, напишите, может, в комментариях. Я прочитаю и приобрету, потом вы увидите обзор. Резюмирую. У Green Studio Max 2, как по мне, не стоит своих денег, даже с учетом того, за сколько я их покупал. Опять же, это мой взгляд. Если вы их купили по бросовой цене, ничего плохого. Ну а так, альтернатив у них хватает. Поэтому от меня девайсу нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.